Этот песик еще никогда не был счастлив и не жил спокойной размеренной жизнью домашнего питомца. Песик остался один и жил совсем рядом с железнодорожными путями. На его шее был старый потрепанный ошейник, скорее всего, у него был хозяин. Каким образом домашний маленький песик оказался на улице, совершенно непонятно. К счастью, его заметили неравнодушные люди, которые от всей души захотели помочь бездомному песику, который каждый день находился в шаге от страшной опасности. Узнав о том, что пес живет у железной дороги, волонтеры заволновались. А что, если четвероногий бродяга испугается и бросится бежать через пути, по которым мчится поезд? Нет, этого нельзя было допустить, и сотрудники организации Hope for Paws решили поскорее забрать малыша с собой. Но не тут-то было. Увидев посторонних людей, собака бросилась в густые заросли и затаилась. Листва перемежалась с сухими ветвями, поэтому пробраться к псу, не поранившись, было невозможно. Ситуация осложнялась еще и тем, что на улице потемнело, и разглядеть, где именно притаился пес, никак не удавалось. А он продвигался все дальше, не позволяя до себя добраться. Забравшись в самую глубь, он опасливо наблюдал за действиями незнакомцев. Тем временем волонтер Лоретта пыталась найти лазейку, чтобы все-таки дотянуться до Тик-Така. Она вооружилась фонариком и сеткой, полная решимости вытащить пса любым способом. Наконец-то доступ был найден, и волонтеры смогли осторожно просунуть руку. Они боялись, что пес убежит, но тот, видимо, устал прятаться, поэтому позволил людям добраться до себя и даже надеть шлейку. Испуганного и дрожащего сироту доставили в больницу, где обнаружили, что он весь облеплен клещами. Удивляться было нечему, ведь пес большую часть времени жил в траве, кишащей паразитами. Больше всего досталось ушкам нашего героя. Там оказались огромные паукообразные, доставлявшие четвероногому пациенту дискомфорт. Чтобы избавить Тик-Така от непрошенных гостей, живущих на его теле, потребовалось несколько часов. Пес мужественно сносил неприятные процедуры, глядя на врачей грустными глазками, и лишь изредка зажмуривался, если было совсем уж нестерпимо. Он действительно понимал, что ему нужна помощь, и позволил нам просто выполнить свою работу. Рассказали ветеринары. Ну а дальше мальчугана ждали душ и вкусная еда, на которую он набросился после стольких дней недоедания. Постепенно он обжился, освоился и повеселел. Его танцующий хвостик теперь не знает усталости, и Тик-Так готов вилять им хоть целый день. Ему уже нашли временный дом, где он радуется жизни, но вскоре обязательно подберут постоянных хозяев, которые полюбят нашего героя всем сердцем. Мы уверены, что его просто невозможно не любить, ведь он такой ласковый, дружелюбный и милый. Дорогие зрители, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания.